Здравствуйте, меня зовут Раиса Демидова. Я главный мастер и основатель студии ручного авторского кружева Delays. Рада приветствовать вас на моем канале. Это видео будет посвящено такому элементу. Для его вязания вам понадобится пряжа Alize Gold Classic или любая другая с похожими параметрами и крючок от 2,5 до 3,5 мм. Этот элемент входит в бесплатную вводную часть мастер-класса «Ирландская толстушка». Мотив простого уровня сложности. Связать его может даже новичок. Остальные бесплатные уроки вы найдете на канале нашей студии в плейлисте МК Толстушка. Если вам понравится видео, не забудьте подписаться и нажать колокольчик, чтобы не пропустить новые уроки. Также будем рады вашему лайку и комментарию. Что такое ирландская толстушка и подробную программу всего мастер-класса вы найдете в описании под видео. Приятного творчества! Добрый день! Сегодня предлагаю связать вот такой мотив. Цветочек, серединки с пуговкой, обвязан клоун-фестонами и лепестками. Это, по-моему, уже узнаваемый мотив Delays студии. Ссылку на схему и PDF к данному мотиву вы можете найти в описании под этим видео. Итак, приступим. Берем цилиндр диаметром 1 сантиметр и пряжу нашу. Делаем 18-20 навьев. Переносим все навивы на крючок. Подтягиваем вот так. В руке возьмем все наши навивы и провяжем первую петлю. Затем в центр также вводим крючок, подхватываем нить и вяжем по кругу столбики без накида. Обратите внимание, что мы нить подхватываем слева направо, сверху вниз. Так она плотнее укладывается, наши столбики становятся ближе друг к другу. И провязываем по кругу. По кругу стараемся плотно укладывать столбики ровненько. Провязываем. После того, как мы провязали первый ряд столбиков без накида, мы плавно по спирали переходим на второй ряд столбиков без накида. Наши столбики мы укладываем так, чтобы вот ребро вот это было более плоским, чтобы цепочка наша шла по краю пуговки. Пуговку делаем плоской. В процессе вязания, по крайней мере. И вывязываем второй ряд столбиков без накида. Петли укладываем ровно. Смотрим, чтобы они укладывались рядом с друг другом, не напрыгивали друг на друга. Ну и не было большого расстояния между них. Вяжем пуговку до тех пор, пока у нас не закроется центральное отверстие. И еще можно будет вот вводить крючок, чтобы она была плотненькая, объемная пуговка. Вот уже трудно вводить крючок. Соседнюю петлю делаем соединительную петлю и вытягиваем.
Теперь немного формируем нашу пуговку вот так, делая ее более выпуклой. Сформировали. И продолжаем вязать дальше. Сейчас будем по кругу вязать 6 клоунс-фестонов. Для этого мы берем, провязываем цепочку из 6 воздушных петель. Затем обвиваем цепочку и провязываем этот навив. И так повторяем на цепочке 12 раз. Все петли стараемся делать ровными, аккуратными. Это будет наше украшение, скажем так, нашего цветочка. Сделали обвив из-под цепочки, провязали его. Обвив из-под цепочки, провязали его. Раз, два, три, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Теперь все петли, что есть на крючке, провязываем вместе и крепимся к телу пуговки, примерно разделив эту пуговку на 6 равных частей. И прикрепляемся соединительной петлей. Первый клоунс-фестон мы провязали. Далее также вяжем 6 воздушных петель. Обратите внимание, что даже если то, что мы вяжем толстым крючком из толстой пряжи, мы не делаем расхлябанные вытянутые петли. У нас петли тоже аккуратные все плотно связано. Обвив из-под цепочки на крючок. Подхватываем нить и его провязываем. Обвив, его провязываем. И точно так же, как в предыдущем клоунс-фестоне, 12 раз. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Все петли, что есть на крючке, провязываем вместе аккуратненько. И также, примерно разделив на 6 частей, присоединяемся к пуговке соединительной петлей. Присоединились. Провязали 2 клоунс-фестона. Дальше 6 воздушных петель. Также из-под цепочки обвив цепочку и его провязываем. Обвив цепочки и его провязываем. Обвив, его провязываем. 3 раза повязали. Обвив, 4 провязали. 5, 6, 7. Провязали. И все петли, что есть на крючке, вместе провязываем. Третий клоунс-фестон мы вот так примерно мысленно делим пополам нашу пуговку. И 3 клоунс-фестона должны быть ровно на ее середине. Провязываем соединительной петлей. Провязали, подправили. Все. Далее продолжаем. 6 воздушных петель, обвив из-под цепочки и его провязываем. Обвив, провязываем.
Также 12 столбиков таких провязали. Все вместе провязываем. И также примерно на 1/6 делим круг и присоединяемся соединительной петлей. 6 воздушных. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 воздушных петель. Из-под цепочки провязали. Обвив из-под цепочки провязали. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Все петли на крючке провязываем вместе и крепимся к телу пуговки соединительной петлей. Провязали. 6 воздушных. Точно так же, обвив из-под цепочки, провязали. Так 12 раз. Все петли провязываем и последнюю клоунс-фестон прикрепляемся соединительной петлей, откуда вышел первый клоунс-фестон. Итак, мы по кругу провязали 6 клоунс-фестонов. Далее следующий ряд набираем 6 воздушных петель и столбиком без накида прикрепляемся к телу пуговки между клоунс-фестонами. Столбик без накида. Теперь 5 воздушных петель. Также прикрепляемся к телу пуговки между клоунс-фестонами одним столбиком без накида. 5 воздушных петель. Мы провязываем арки, на которых потом будем вязать лепестки. 5 воздушных петель. И крепимся столбиком без накида между клоунс-фестонами. 5 воздушных петель. Крепимся столбиком без накида. И последняя арка. 5 воздушных петель. И соединительной петлей присоединяемся к первой арке в первую петлю. Вот сюда. Присоединились. Все, арки провязали. Так вид с лицевой стороны. Вот так вид с изнаночной стороны. Вот они, навязанные наши арки, в которые мы сейчас будем вязать лепестки. Провязали. Итак, приступим. Начнем вязать лепестки. В арку вводим. Так, подцепляем из-под нее. Провязываем 1 столбик без накида. 1 полустолбик. 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 1 полустолбик и 1 столбик без накида. Вот 1 лепесток провязали. Далее переходим к следующей арке. Точно так же 1 столбик без накида, 1 полустолбик, 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. 1 полустолбик и 1 столбик без накида. Еще провязали арку. И так мы провязываем все 6 арочек. Столбик без накида, полустолбик, 5 столбиков с накидом. Один полустолбик, 1 столбик
без накида. Следующая арка. 1 столбик без накида, 1 полустолбик, 5 столбиков с накидом, один полустолбик, 1 столбик без накида. Следующая арка. 1 столбик без накида, 1 полустолбик, 5 столбиков с накидом, один полустолбик и 1 столбик без накида. И вяжем последнюю арочку. Без накида, 1 полустолбик, 5 столбиков с накидом, один полустолбик, 1 столбик без накида. И вот в эту же петлю провязываем соединительную петлю. Прикрепились. Делаем одну воздушную петлю, обрезаем рабочую нить и вытягиваем хвостик. Все, здесь завязали, закрепили. Вот такой вот цветочек у нас получился. Переворачиваем на изнаночную сторону. Берем крючок более меньшего размера и еще раз провязываем одну петлю. Закрепляем нашу нить, чтобы все было четко, никуда не сбежало. И очень хорошо прятать нити либо в пуговку, либо вот в обвязку, вот сюда под петельки. Будет очень хорошо спрятана нить. Провязываем, протягиваем за несколько приемов. Сразу прячем нить, чтобы наша работа, наши мотивы выглядели аккуратно. Расправляем. Так выглядит мотив с изнаночной стороны. И вот так выглядит мотив, который мы с вами связали с лицевой стороны. Мы связали с вами цветок с пуговкой. Приятного вам творчества!